Шир – средиземский регион, где все живут счастливо и беззаботно. Главное умение для хоббита – коренного жителя этих мест – много есть, вкусно пить и курить трубочку на заваленке. Стоп! А откуда у этих товарищей деньги на такую безбедную жизнь? Давайте разберемся, как Бильбо Бэггинс дожил до своих дней и завел себе эту фешенебельную нору, уютный садик и кладовую, набитую вкусными пирожками. Чем он вообще на жизнь зарабатывал до того, как к нему пришли гномы с их воровской халтуркой? Так, это требует отдельного расследования. Итак, Бильбо Бэггинс был хоббитом, и жил он в Шире. И родители его жили в Шире. И их родители тоже жили в Шире. И вообще, хоббиты не очень любят переезды, но вы, наверное, это уже и сами заметили. В Шире нет ни одного турагентства, мы будем монополистами, мы разбогатеем! Идея была хорошая, надо было просто СММщика нанять. Отец Бильбо, Бунго Бэггинс, вырос в семье очень состоятельных хоббитов. О нем говорили: вот хоббит с безупречной репутацией. А это значит, что он копил денежки и не ввязывался ни в какие авантюры. Мать Бильбо, Беладонна Тук, тоже до свадьбы была весьма состоятельной хоббитшей. Только наполовину ее приданного отстроили нору с гостиными, галереями, спальнями и вообще. Ну вот зачем эти хоромы одинокому холостяку? Ну скажите мне. Короче, нору, как и деньги, завещали Бильбо. Да-да, в Шире есть завещание, иначе хозяйство Бильбо никак бы не смогло попасть к Фродо. Во-первых, Фродо был всего лишь троюродным племянником Бильбо, а варианты с племянниками там еще были, если что. А во-вторых, что-то Фродо не слишком вспоминали, когда решили, что дядюшка пропал, и тащили по домам стулья, табуретки и серебряные ложечки. Ложечки, кстати, так и не нашлись. Грусть по пропавшим ложечкам терзает Бильбо даже в день своего 111-летия, через 60 лет. И неудивительно, ведь на каждый предмет, на каждый коврик Бильбо честно заработал. Как? Да он продавал. И продавал он богатство Шира. Машины! Грибочки! Шир – регион с хорошим климатом и плодородными почвами. Здесь все растет как на дрожжах. Видели тех овец? Хоббитанию не случайно снимали в Новой Зеландии. Там в кадре настоящие местные новозеландские овцы, которые жили на этих холмах, пока туда не пришли киношники. С индейцами так, кстати, тоже начиналось. Так что местный Шир снабжает всех вокруг овечьей шерстью, свежими овощами и древесиной. Кстати, почему такой персик никто не пытался завоевать? Вперед, завоюем эти земли! Куда пошли? По посаженному! А ну брысь отсюда! Валим. А все просто, в Шире собрались редкие знатоки своего дела. Хитрые маленькие хоббиты не просто поставляют в лавки Средиземья шерстяные носки, пояса из овечьей шерсти и свежие огурцы с собственных огородов. Они сначала подарили миру зависимость, а потом стали основными дилерами. Знаете, какой главный товар их экспорта? Ячмень, виноград и табак. А это пиво, вино и курительные трубки. Хоббиты, курение и алкоголизм. Эх, кажется, им не хватает Минздрава, ребята. Ой, какая прелесть. Хрипотца дает, да-да. Животик дрябленький, печень никуда. Это хорошо, замечательно. Ребята, вы слишком много курите. Самые активные алкоголики и курильщики Средиземья – гномы. И их путь к Голубым горам по Великому Восточному пути случайно идет через Шир. Уставшие гномы так удачно сами заходят в таверну на огонек, и хоббиты уже поставляют свой товар оптовыми партиями для международного обмена. При этом себя хоббиты обеспечивают полностью и ни от кого не зависят. Не надо там ходить в магазин, еду покупать, квартплату тоже никто не платит. Вырыл нору и обставил ее по своему разумению. Короче, никаких лишних расходов. Учить другие языки, эльфийский, как Фродо, например. Чудачество и пустая трата времени. Если кому что надо, заговорят на хоббичьем. Вы понимаете масштаб, да? Да блин, и этот твой стартап провалился. А я говорил, нужен СММщик. Точно, будем СММщиками. Кстати, в Средиземье как о гостеприимстве хоббитов говорят, так и о их прижимистости. Я люблю гостей, как и всякий хоббит. Но я предпочитаю с ними знакомиться прежде, чем они пришли. Вы же помните, какие запасы еды были у Бильбо в кладовой и как он их у бедных, голодных, обездоленных гномиков отнимал. Сами гномы растить морковь в огородах не обучены, и еду тоже покупают у хоббитов. Прикиньте, сколько хоббиты на них зарабатывают. А еще у гномов пони, которые работают в шахтах и тоже хотят кушать. Короче, хоббиты, которые большую часть времени, по словам Толкиена, готовят еду и едят еду, остальное время эту еду продают. Минутка чистой экономики.
Вшире поголовная грамотность, а это способствует развитию рынка. Когда умеешь считать деньги и писать об этом в книжечку, можно нехило увеличить доход. Неудивительно, что сами хоббиты не слишком торгуются и накручивают цены. Они производят уникальный продукт и всегда в выигрыше, а мелкое торгашество можно оставить частным посредникам, людям. Эх, бедные, они ведь ничего не производят, хоть продавать умеют. Вот почему хоббиты такие упитанные и похожие на толстощеких ребятюль. Голум, но ты же тоже хоббит, почему ты так выглядишь? Так что у Бильбо были деньги на все его излишества. Он владел большой землей, выращивал виноград, табак, овец, позволял хоббитам победнее работать на своей земле и вкладывался во внутреннюю экономику, нанимать слуг. Вот Сэм, например, садовник, и отец его был садовник, и все они работали на Бэггинсов. Бэггинсы — голубая кровь среди хоббитов. Не все хоббиты были так богаты, поэтому тащили ложечки. Но бедствующих хоббитов в этой стране не было. Каждому хватало сил, если не на внешнюю торговлю, то на свой маленький огородик. И все были счастливы, включая этих двоих. И на СММ заказов нет. Пойми, Сэм, мы садовники. Я работаю на Бильбо, ты по наследству будешь работать на Фродо. Хорошо, пап. А путешествия, языки... Поверь, оно тебе в жизни не пригодится. Так, чему же нас учит Бильбо Бэггинс? Приумножайте то, что есть, работайте на себя и пишите завещание. Кстати, вы задумывались, что 1/14 от добычи похода, на которую претендовал Бильбо, это как бы 1/14 сокровищ Смауга? И всего золота гномьих королей! Но это уже совсем другая история. Я вот тоже решил на старости лет огородами заняться. Это мои грядочки из орков. Красные мои любимые, я их называю помидорками. Но, владыка, неужели вы ничего не слышали про криптокартошку?